Здравствуйте! С вами Руслан Огорнюк и школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как научиться предвидеть и предчувствовать атаку противника. Опытные бойцы, они очень тонко чувствуют, когда противник хочет атаковать. И иногда даже очень хорошо могут предвидеть его атаку. Что это такое? Вот иногда по глазам можно увидеть, как противник хочет атаковать. Иногда бывает такое, что не по глазам, а вот он как некоторые движения, такая вот как бы подбирается на удобную дистанцию. Поэтому тоже можно предугадать, как бы предчувствовать. Иногда бывает, что перед тем, как атаковать, противник делает какое-то там характерное движение. Там, начинает, например, там, где-то там немножко отпрыгнул, сделал атаку, или подстраиваться. То есть это надо изучать уже как разведка такая во время боя. Иногда бывает тоже, работаешь с кем-то и видишь, что противник уже немножечко как бы разворачивается. И это очень четко видно, что он хочет ударить с разворота. Иногда бывает, перед тем, как ударить, противник смотрит там где-то вниз, там, ногу, или там наоборот вверх. Иногда бывает очень часто, ты сделал, например, там какой-то удар, ну, например, там лоу-кик ударил. И после этого часто такое бывает, что противник тоже хочет это же сделать. У меня было так, что я сделал бросок через бедро. И в это же время, сразу же после моего броска, противник тоже захотел то же самое сделать. Ну, естественно, он попал на контрдействие. Вот сейчас увидите вот эту ситуацию. Задача увидеть атаку противника. Мы ведем технический бой, пятнашки. Скорость может быть большая, но сила удара там на касание или может быть даже без касания. Задача предчувствовать вот эту атаку. И когда мой партнер меня атакует, и я вижу, я могу во время атаки сказать «вижу». Или, можно сказать, не вижу. Если я не вижу, естественно, я могу пропустить вот этот удар. Итак, начинаем по очереди. Я начинаю. Что? Есть. Есть. То есть видел или нет? Пошел. Да, пошел. Хорошо, ты видел. Хорошо. Хорошо. Ты немножко видел. Да. Хорошо. Ты. Сейчас мы рассматриваем работу только рук. Моя задача предвидеть, какой рукой будет атаковать меня партнер. Или левой, или правой. Естественно, что если будет бить левой, я должен как бы по левой ударить, вот так, зеркально. Если будет бить правой, я должен по правой ударить. То есть это будет говорить о том, что я вижу его атаку. И так по очереди то же самое. Любые могут быть удары, скорость может быть большая, да. Вот, а моя задача попасть по руке. Я. Ты. Хорошо. Я. Ты. Я. Хорошо. Ты. Тоже свободная работа. Мой партнер может ударять любые удары ногами, по ногам, по корпусу, по голове. Моя задача тоже увидеть, какой был удар, или какой ногой удар, и там блокировать, или также перчаткой ударить по ноге. По очереди, скорость может быть большая. Давай, ты начинай. Да, видно было. Я. Видно? Видно? Хорошо, видно? Видно? Пошел. Ты. Хорошо. Чуть-чуть видно, да? Ты. Ну, нормально, что-то. Предвидеть атаку или рукой, или ногой. То есть я могу уже атаковать или ногой, или рукой. Если я атакую рукой,
партнер отходит мне, я должен вот так ударить. Если ногой, то я или блокирую, или здесь ставлю четко блок. Ну, то есть очень просто. Но очень важно, чтобы я четко видел и говорил, да, увидел или нет. Когда мы работаем, я руки ставлю немножечко шире, чтобы отсюда было видно, что я четко попадаю той рукой, на которую я вижу. Потому что если здесь будут руки стоять очень узко, то здесь не надо особо двигаться. Руки сами попадут в бок. Итак, начинаем по очереди. Я начну. Ты. Первая ошибка – это концентрация на себе. То есть хотеть думать, что делать, планировать какие-то атаки. Здесь очень важно не думать, а именно анализировать и видеть, что противник хочет сделать. Вот как бы больше настроиться на него, чувствовать дыхание, глаза, настроение. Вот это очень важно. Вторая ошибка – это, естественно, дистанция. Если очень близко, не получится, не успеете. Слишком далеко противник не будет вас атаковать. Поэтому стоим на оптимальной дистанции и уже как бы стараемся чувствовать, предвидеть вот эти его движения. Следующая ошибка – это рассчитывать только на один удар. В бою бывает такое, что с одного удара атакуют, но очень часто делают серии. Поэтому, когда вы предвидели вот первый какой-то удар или атаку, то будьте готовы дальше защищаться или контрдействовать, потому что пойдет град ударов и сможет вас снести. Это такие важные ошибки, которые встречаются при отработке этого принципа. Первое. У вас будет намного лучше ваша защита. Второе. Вы сможете помешать атаковать вашему противнику своими опережающими действиями. Третье. Вы легко сможете подобрать ключик, прием против его какой-то атаки. Там, или бросок, или блок, удар. Ну, неважно, много разных техник. И еще преимущество – это развивается видение бойца. Он становится более внимательным, более видящим и, как результат, более эффективным. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Эта техника, этот принцип довольно-таки интересен в отработке. Ну, естественно, он легко заходит уже в навыки бойца. Так что возникшие вопросы пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.